Okay, well, let's talk about the Chinese calendar. Давайте поговорим о китайском календаре. To start, I'm sure you're all familiar with the Chinese almanac. You know, the big, thick one that all the Chinese family would use. My grandmother used to always have one. Every year you get a new one. Я уверен, что все знакомы с китайским альманахом Фэн-шуй. Это такая большая толстая книга. Каждая китайская семья использует такой альманах. Моя бабушка, например, тоже использовала. На каждый год покупала себе новый альманах. Inside, on the first page, you will always find the current year. Когда мы открываем этот альманах, на первой странице мы всегда видим описание текущего года. For example, this is the year of Gen Yin. Ну, например, это год Ген Инь. And it shows the picture of the farmer and the ox. И здесь у нас обязательно есть картинка крестьянина с быком. And it shows the grain, you know, how the crops grow. Обычно на ней также изображается какие-то How the plants. как растут растения или какие-то злаки. And then it also shows the landscape. Также какой-то ландшафт обязательно там изображается. With the sun. И солнце. Now each year is different. И каждый год эта картинка своя, она меняется год от года. It basically is a prediction of what the weather is going to be for the year. В целом эта картинка предсказывает, какой будет погода в этом году. It tells you for this year, Gen Yin year. Ну, например, на этот год предсказания таковы, что It's going to be dry. В этом году все будет сухо, засуха. Мы видим здесь сухой ландшафт. The little man he's not wearing any shoes. На этом человеке нет никаких ботинок, никакой обуви. If it's a very wet year, they'll have the little man wearing a cape made out of straws. Если бы это был дождливый год, предсказание на дождливую погоду, тогда у него была бы какая-то накидка на плечах у этого человека. With a hat made of straw and shoes. И он стоял бы в шляпе такой парусиновой и в обуви. Now, it shows that the crop's going to grow very high, very well. Но также здесь мы видим эти злаки, они выросли очень высоко, значит урожай будет хорошим. But because the land looks very, very dry, very little grass. Но из-за того, что все будет сухо, мы видим, что очень мало травы на земле. It also indicates that it's not going to be a lot of rain. Также это показывает, что дождя будет немного. However, on the side, it usually tells you more or less what happens. Но вот здесь по бокам также написано о том, что будет в этом году, что произойдет. To make it short, this year it says that the crops will grow very well. Unfortunately, there will be a very unbalanced weather. Но несмотря на то, что предсказывается, что очень высокий будет хороший урожай, говорится о том, что погода будет не очень сбалансирована. A lot of the crops are not they cannot keep. И многие злаки просто не взойдут или не смогут вырасти. And down here, there's also as Earth Mother verses. Each year they talk about different things happening. They're predicting what happens. Ниже здесь также есть стихи о Мастере Земле, предсказания о том, что будет в этом году. Without getting into this, like at the beginning, they said that there's a lot of scandals going on in general. Если не углубляться в это, то в целом можно сказать, что в этом году будет много очень скандалов. And you have the weeds and the rice, the grains all growing very tall, but they don't stay because there will be floods. И говорится о том, что рис, например, и пшеница зайдут очень хорошо и вырастут большими, но они не сохранятся из-за наводнений. And also there will be war. Также будут войны. And so it tells you things, and you have to use a little bit of imagination. То есть здесь у нас предсказания определенные, и нам нужно, конечно же, использовать свое воображение. And here it tells you what the Taisui was his name.
Здесь также описывается, какой в этом году будет тайсуй и как его зовут. Because each year we have a new taisui. Потому что каждый год у нас свой новый тайсуй. There are 60 taisui У нас on есть duty. всего 60 тайсуев. So, and more information in here and over here. Ну и дальше еще больше информации. Здесь, например, It's just the charts to tell you that this is Kan, north. здесь, допустим, написано, что в области Кань на севере You have the 3 killings. у нас находится 3 убийства. And then you have the 2 other killings on the side. И далее 2 боковых убийства здесь находятся. Yeah. And it tells you the 5 yellows over here. Например, говорится о том, что желтая пятерка располагается здесь. So this is 5 yellow. This is Suipo. Здесь у нас желтая пятерка, там This year is Суйпо. Yin, right? Shun will be Suipo. Поскольку текущий год тигра, то Суйпо находится в обезьяне. So it just, it just tell you this is the 6, and this is gun, this is 6, this is 2, the flying star, 4, 9, 1, 5, 3, 7. Здесь также расписаны летящие звезды, годы, какая где располагается, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And it says this year the 3 killing is in the north. И говорится, что в этом году 3 убийства находятся на севере. 5 yellow is in the Kun. Желтая пятерка находится в Кунь. Suipo in Sun. Суйпо находится в обезьяне, в Шинь. So this year, Hai Ren Zi Hui Cao Wei Kun Shen, the 8 mountains. То есть вот так это звучит по-китайски. Эти 8 гор, Do not use. их не используют. Нельзя использовать. This is basically for common Chinese families. They don't know how to calculate flying stars. Эти картинки и объяснения делаются для обычных китайских семей, которые не знают, каким образом рассчитываются летящие They звезды. don't know where to look for 3 killings. Они, конечно же, не знают, где искать, например, 3 убийства. But this book, it tells them, excuse me, it tells them exactly where not to use. Но эта книжка точно рассказывает им о том, какие сектора нельзя трогать в этом году. And then, of course, you can see the 24 mountains listed out. И также мы видим здесь 24 горы. What you can do, what you shouldn't do. Что можно делать с каждой из этих гор, или что нельзя делать. For example, Kun Mountain this year is in yellow, 5 yellow, don't do, it's not good. Ну, например, гора Кунь, в этом году там находится желтая пятерка, соответственно, это не хорошее место. And then, of course, the Ren Zi Hui Cao, they all have 3 killings. Дальше Жень, Цзи, Гу и Чоу, там везде находятся 3 убийства. High as well. Также в области Хай. So it tells you what is good. Well, basically they say this, for example, Sin Mountain. They said it's good for burial. То есть здесь говорится в целом о том, что хорошо, что нет. Например, написано, что гора Синь хороша для захоронений. And what months are good? И в какой месяц хорошо это производить. It's not very detailed. Здесь нет больших подробностей. But this is on the first page, and people will immediately. Well, this is the first page. This is the back of it, the very beginning. Это первая страница, точнее, вот справа первая страница, а слева это ее задняя сторона первой страницы. Так что это просто начало и начальные объяснения все. For example, inside you will find the many information. Внутри мы можем обнаружить очень много разной информации. But there's a section of each day of the year. Но там также есть описание для каждого дня года. So, for example, and it will show you this is the first day of the moon. You know, the Chinese go with lunar calendar. Ну, например, здесь написано, что это первый день лунного календаря, которому следует китайцам. Okay, let's start from here. This is the Western calendar. Давайте начнем The отсюда. Gregorian calendar. Здесь вот у нас указание на григорианский календарь, западный календарь. And it says this is July the 13th.
Здесь говорится, что это 13 Tuesday, июля, вторник. and it tells you what festivals, and here it tells you what are the good and bad hours. И здесь написано, какие фестивали в этом году, и расписаны хорошие и плохие часы также. The reds are good and the blacks are bad. А то, что написано красным, это хорошее, а то, что написано черным, это плохое. And what should you do, what should you not do? И что вам следует делать, чего не следует делать в эти дни. On this day, the 16th of July, it's good for taking care of, not good for cutting hair. В этот день, например, 16 июля, не стоит стричь волосы. Arbitration, like arbitration is like when you fighting in court, like you defend yourself. Обращаться в суд или защищать себя в суде. Opening a well. Рыть колодцы или пруды. Yes, and then here is the lunar calendar. И вот это все, также есть указание на лунный календарь. Now here it tells you what the Wu hour is good, right? Также говорится о том, что час У, например, хороший. And then here in particular it says Wu hour is good. It has certain good the Chen and Sha, the good gods coming in. И, например, говорится, что в этот час особенно приходят хорошие боги. The Chen Sha, the god and killings. Тэнша, это какие-то боги приходят хорошие. So this is you notice this is the lunar calendar. И мы знаем, что это лунный календарь. This is the Jiazi, Ding Mao Day. Это день Дин Мао, это дзядзы дня. It's fire. Также написано, что это день огня. This one is the 28 constellation. Вот этот значок один из 28 созвездий. And this one is the success day, is the 12 guards. И далее внизу написано, что это день успеха согласно принципу 12 правителей дня. So, and here it tells you what people should be avoiding going to funerals. Также здесь написано, кому не следует в этот день идти на похороны, кому следует избегать посещать похороны в этот день, каким людям. Now, what is good? It tells you it's good for worship. И также говорится, для чего хорош этот день, хорош для того, чтобы молиться, starting school, для того, чтобы учиться чему-либо, meeting friends, встречаться с друзьями, traveling, путешествовать, engagement, и делать предложения, celebration, праздновать что-то, marriage, жениться, moving, переезжать в другой дом, seeking medical help, обращаться за медицинской помощью, starting opening business, новый бизнес начинать, construction, строить что-либо, installing bed, устраивать постель, burial, хоронить, or installing beams. или устанавливать какие-то балки в доме. In the old time, when they build their own house, В старые времена, когда and the люди time строили дом, to put the beam on is a very important время, thing. когда устанавливали балки в доме, то это был очень важным моментом для строительства. And then it goes into other things that we haven't touched. But going back to last page, И еще кое-какие вещи там описаны, которые I мы wish to сейчас не mention to трогаем. you that on this side it has a Tai-sui suppressing mono. Но, кроме того, я хочу обратить ваше внимание, что здесь на этой странице написано тайсуй, который подавляет Mono, the people go to the funeral. то есть скорбь, да, травную скорбь. Now those who had taken my pro fast track, Те, кто посещали мой курс по выбору дат, профессиональный курс they'll выбора дат, understand what it means. знают, о чем идет речь. And they would know how to calculate И each они year. знают о том, как вычислять эту травную ша на каждый год. Because each year, other than
Tai-sui poor people, there are actually more people they should not go to a funeral. Потому что каждый год не только люди, у которых в этом году есть тай-суй или суй-по, есть больше людей, которым не стоит ходить на похороны. For your information, И для вашей информации, this year, besides from the Tai-sui year, Deng person, в этом году, кроме людей, у которых есть тай-суй, то есть людей, родившихся в год Ген-инь, Jihai, также люди с Дихай, Mao Shen, родившиеся в годы Дихай, also Jihai, Wu Shen, Ушень, Ding Shi, также Дин Сюй, Bing Yin, год Бин-инь, and Yihai, Ихай and Jia Shen. и Дзяшень. These 6 people plus the Tai-sui person. Вот эти 6 людей, также they're born in this year, yeah? They were born on it. Люди, рожденные в эти годы, а также люди, рожденные в год Тайсуя, соответственно, 60 лет назад, да, в год Ген-инь, им лучше не посещать похороны. For example, Ну, например, I have 2 sons. One was born in Deng year. у меня есть 2 сына, и один из них родился в год Ген-инь, One was born in Ding Shi year. а другой год Дин-сы. This year they should not. Год Дин-сы, да. This year they should not go to funeral. В этом году им не стоит ходить на похороны, Because they're very vulnerable. поскольку они очень уязвимы. They attract a lot of they can attract disasters. Они могут привлечь к себе много бедствий. Of course, if the person is having very high luck, then maybe they can eliminate the problem. Конечно же, если у людей очень хорошая удача в это настоящее время, они могут избежать этих проблем. So, okay, well, now that you have some idea what the Chinese almanac, how does it work? И таким образом у вас сейчас есть понимание, каким образом устроен китайский альманах. It's more than just a colorful book. Это значительно больше, чем просто красивая цветная книжка. I'm only showing you 2 pages. Я показала вам всего лишь 2 страницы. Okay? So we shall do some learning of Chinese calendar. И нам таким образом нужно немножко изучить китайский календарь.